Привет всем! С вами снова компания China 911. И мы продолжаем вас знакомить с приложениями, которые, по нашему мнению, кардинально улучшают жизнь и пребывание в Китае. И сегодня мы хотим вам рассказать и показать пошагово, как начать пользоваться самым популярным приложением для заказа такси в Китае. Поехали! В Китае, как и во всех странах, до сих пор можно поймать такси от борта. В каждом городе, конечно, тарифы на поездку разнятся, но средний ценник на 1 километр составляет порядка 25 рублей. Но приготовьтесь к тому, что на 98% вы столкнетесь с проблемой, когда ваш водитель не будет говорить на английском, и уж тем более на русском. Поэтому важно при себе иметь визитку с адресом необходимой вам точки. То есть куда вы хотите, соответственно, добраться. Либо записать необходимый адрес китайскими иероглифами к себе в телефон, потому что в противном случае вы просто не сможете объяснить, куда вы хотите добраться. Но даже в этом случае вы можете столкнуться с такой проблемой, когда, имея на руках визитку, водитель такси начнет вас спрашивать: «Эй, паньо, цатели», и что вы ему скажете? Ничего. Поэтому стойте на своем, показывайте, говорите, что вам надо туда, махайте руками, кричите: «Все, поехали», на русском можете прямо это объяснять. Садитесь в такси и просите сразу же включить счетчик. Иначе водитель обратит внимание на то, что вы иностранцы, и захочет нагреть вас на поездочке, заработать побольше денег. А так вы просто оплатите сумму по счетчику. И не забывайте, что при выходе из такси обязательно берите с собой квитанцию. А то мало ли, вдруг вы забыли какие-то вещи, либо телефон у вас выпал из кармана, а на квитанции написан номер такси и номер рейса. Соответственно, вы сможете забрать эти вещи. Но хотелось бы отметить, что у этого способа заказа такси есть очень много минусов. Один из них, например, и, по моему мнению, немаловажный, это погода, погодные условия. Очень часто в Китае идут сильные дожди, и вам просто невыгодно будет стоять, мокнуть под дождем где-то возле обочины, пытаясь поймать такси. После того, как 20 такси проехало мимо вас, вы не понимаете, что делать, вы уже не хотите никуда ехать, не хотите вернуться в отель, но вам надо закончить ваши дела. И в этом случае помогает очень крутое приложение. Приложение Didi Taxi, где вы в один клик, грубо говоря, можете вызвать такси на ваш адрес. После чего, когда таксист подъедет, вы спокойно выходите из вашего номера, либо из дома, где вы проживаете, садитесь в такси и едете, куда вам необходимо. Еще до недавних пор приложением от Didi было пользоваться не особо комфортно, так как оно было только на китайском языке. И если у вас нету навыков овладения этим языком, вы могли столкнуться с определенными трудностями при регистрации, при вызове такси, особенно тогда, когда таксист начинал вам звонить и задавать какие-то наводящие вопросы, например, где вы находитесь, но вы, конечно же, не можете ему ответить, так как вы не знаете китайского. Сейчас все это стало намного проще, так как с недавних пор в Didi появился английский язык. То есть, установив приложение из Play Market либо App Store, вы сможете с легкостью перевести его на английский язык, привязать вашу платежную карту, причем привязывать можно иностранные платежные карты, такие как дебетовые и кредитные. Но если же вы проживаете в Китае, вы можете привязать вашу учетную запись Alipay, WeChat Pay, либо QQ Pay, как вам удобно. Заказ Didi Taxi возможен как из WeChat, так и из Alipay. Но мы вам расскажем о отдельном приложении от этой компании, потому что только оно есть на английском языке. Ну что, давайте знакомиться с приложением. Приложение Didi выглядит вот таким вот образом. Давайте же его запустим. При первоначальном входе в приложение у вас все будет на китайском языке. Для того, чтобы перевести все на английский, вам необходимо создать аккаунт. Давайте нажмем для этого в верхнем углу человечка. Вам предлагают создать аккаунт по вашему номеру мобильного телефона, необходим будет китайский номер мобильного телефона, либо войти через вашу учетную запись WeChat. Давайте мы сделаем через наш номер мобильного телефона. Нажимаем «Дальше» после того, как вы его ввели. Предлагают ввести пароль от вашей учетной записи, но под предложением пароля есть надпись на китайском «Забыли пароль». Давайте-ка мы ее нажмем «Забыли пароль». И мы ждем, пока нам отправят смс. Нам приходит смс с кодом 022460. 022460. Вводим его и создаем пароль. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Кверти. Это будет нашим паролем для входа в личный кабинет. Но, тем не менее, после того, как вы создали, все равно все на китайском. Опять-таки нажимаем на человечка в верхнем левом углу, на иконку в виде шестеренки, это настройки, и нажимаем на второй пункт. Это языки, выбор языка. Выбираем английский, нажимаем в правом верхнем углу «Подтвердить», еще раз нажимаем «Подтвердить». Все, теперь у нас все приложение на английском языке. Им становится пользоваться гораздо удобнее и проще. Следующим пунктом это будет привязка карты, либо платежного аккаунта вашего. Это второй пункт в списке My Wallet. Давайте зайдем сюда. Здесь первый пункт – платежные методы, либо способы оплаты.
У меня привязан в приоритете Alipay аккаунт, следующим идет WeChat платежи, потом идут карты китайских банков, это не важно, потом идут кредитные и дебетовые карты, выпущенные не обязательно в Китае, то есть это может быть и Сбер, и Альфа-банк, и Didi Pay, и QQ Wallet Pay. Тут уже по вашему вкусу и усмотрению вы можете привязать любой способ оплаты. Давайте посмотрим в самом приложении, какие виды такси они нам предлагают. Итак, виды такси у нас находятся вверху. Их всего 4. Это экспресс, премьер, такси и люкс. Экспресс — это обычная машина, хорошая, новая, чистая, аккуратная и притом самый дешевый вариант. Потом идет у нас премьер такси. Это такси немножко повышенного класса, где водитель вас встретит в белой рубашке с галстуком, поможет загрузить чемоданы в багажник. Потом идет обычное такси. Обычное такси — это любая машина службы такси, будь то это, например, Гуанчжоу такси, Фошань такси, Бейджин такси, неважно. Это просто любая находящаяся поблизости служба такси. Ну и машины класса люкс. Они, к сожалению, заказываются только на определенное время и на определенную дату. Вот, например, захотелось сейчас, не получится заказать. Выбирайте либо премьер, либо экспресс. Итак, давайте-ка мы посмотрим, с чего же начинается наша поездка. Поездка начинается с того, что вам необходимо выбрать наиболее удобное и подходящее вам место отправления. Итак, мы выбираем, вот у нас есть две зелененькие точки, мы выбираем ближайшую к нам, которая находится возле нашего дома, и сразу же показывает наше местоположение. Вот здесь снизу Тин Мин Ду Си Мэн. Здесь нам предлагают выбрать сейчас поездку, либо зарезервировать ее на какое-то время. Мы выбираем сейчас, и тут же нам предлагают выбрать, куда мы хотим отправиться. Давайте-ка отправимся мы в Фошань на Хайванда Плаза. Это торговый центр находится в городе Фошань, там огромное количество мебели по очень выгодным, кстати, ценам. Итак, нам приблизительно показывают расстояние по карте и стоимость. Стоимость поездки экспресс будет 63,7 юаня, приблизительно 630 рублей российских. Если же мы хотим отправиться туда премьером, с комфортом, это будет стоить нам 70 юаней, 700 рублей. А обычным такси вы будете ехать по счетчику, соответственно, там дополнительно вы, скорее всего, оплатите проезд по платным дорогам. Ну, а на люксе, как я уже и говорил, надо ехать только если вы закажете ее на какое-то определенное время. Итак, давайте попробуем заказать экспресс от Didi. Здесь снизу мы нажимаем просто серую кнопку, и время пошло. Время ожидания у нас сейчас 4 секунды. Видите? Вот сейчас нам уже показала машину, которая едет на наш вызов. Водителя зовут Ванг, у него 5 звезд, номер машины и цвет машины соответственно. Если вы передумали ехать, либо не хотите ехать уже на такси, вы можете с легкостью отменить. И если вы отмените свою поездку в течение 3 минут, то с вас не спишут никакие средства. Давайте-ка мы отменим нашу поездку и нажмем кнопку Cancel в правом нижнем углу. Да, здесь нас спрашивают, хотим ли мы действительно отменить. Мы подтверждаем, что мы хотим отменить поездку. Здесь нам необходимо выбрать причину, по которой мы отменили данный заказ. Мы выбираем в самом конце причина другая и опубликуем. И тут же нам предлагают заказать машину снова, либо просто отменить. Мы нажимаем просто отменить. Итак, наш запрос по отмене на рассмотрении службы Didi. Вот это все. Таким вот легким способом вы можете заказать такси. Но есть один момент. Есть момент, когда вы заказали такси, и вам начинает звонить водитель. И вот здесь, когда у вас стоит английская версия, есть подсказки отправить ему сообщение. То есть вам не обязательно поднимать трубку, потому что вы не говорите на китайском. А вы просто хотите сказать, что вы задерживаетесь, например, на 5 минут, либо вы стоите на точке, которую вы указали в приложении, там будет набор из 5 подсказок. И вы просто нажимаете: «Я нахожусь на точке, жду тебя конкретно здесь, я буду через 5 минут, обязательно подожди меня». То есть это очень удобно, и вам не обязательно разговаривать с водителем, потому что звонят они постоянно, и они постоянно хотят с вами о чем-то поговорить на китайском. В последнем обновлении Didi добавили тревожную кнопку. Это позволит вам с легкостью вызвать полицию к вашей машине, либо обратиться в службу поддержки, это называется Центр безопасности Didi. То есть теперь у вас не будет таких ситуаций, когда водитель начинает к вам приставать. Если, например, вы молодая девушка, водитель вам начинает приставать, а вы не можете никак ему ответить. Просто нажимаете кнопку безопасности, сразу же ему звонит оператор, либо на его адрес вызываются полицейские просто. Либо если вы стали участником какого-то дорожно-транспортного происшествия, либо еще какой-то беспредел творится на дороге, просто нажимаете кнопку вызова полиции и все.
После того, как лично я начал пользоваться приложением от компании Didi, вы знаете, я почувствовал немножко больше свободы при передвижении по Китаю, так как это развязывает тебе руки в определенной мере. Теперь ты можешь ездить не тогда, когда ты вышел или там поймал такси, а когда захотел, заказывать машины на определенное время, выбирать тип поездки, будет это комфорт, либо это будет бизнес, либо вам необходимо встретить делегацию из 6 людей. Все это можно заказать через приложение Didi, не прибегая к каким-то сложностям. С вами была компания China 911. Устанавливайте приложение, которое мы вам советуем. Повышайте ваш комфорт пребывания и жизни в Китае. А также не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши дальнейшие видео. Всем пока! Передвигаться по городу нужно будет много и часто. Поэтому... Давай, малый, давай. Давай.